We do the flat palpation and we do a pincer palpation. Мы можем делать так называемую поверхностную пальпацию или можем делать щипковую пальпацию. It depends from the muscle. Это зависит от мышцы. If possible, we prefer the pincer palpation. Мы предпочитаем делать щипковую пальпацию. It's more difficult, but safer. Это более сложно, но более безопасно. Okay. But in any case, what are we doing? These are the taut bands. You see, this is the fiber directions. В любом случае, то, что мы делаем, как вы видите, это направление мышечных волокон, и это вот эти тяжи. And now I press on the muscle and do a palpation like that, transversally to the fibers. И далее, пальпируя мышцу, я делаю поперечное скольжение по ней. And here I can feel plop, plop, some things popping underneath my finger. Oh, there is a spaghetti. И в этих местах я чувствую спагетти, то есть это как некий участок уплотнения, через который перекатываюсь пальцем. I teach quite often in Italy, and in Italy you have to compare with food. So it can be spaghetti, but it can be also penne B. Значит, Right? для любителей итальянской кухни это должно быть спагетти, макарони, а не пенне. Это не цилиндр должен быть. Okay, so what are we looking for is a changement in the muscle. И мы должны, we have to look. To look for a changement. Мы должны найти какое-то изменение в мышце, что-то уплотненное. If then it's a spaghetti, or if it's a penne or rigatoni or whatever, it doesn't matter. It is a changement in direction of the fibers. This is important. Мы должны найти один из видов продукции Италии. Ригатони, спагетти, там, что-то из этого. Is that painful? Patient says, yeah, it is a bit painful. И спрашивая пациента, мы должны добиться от него, мы должны получить от него ответ: это болезненно, да, это болезненно. And now I move on this taut band. I go along these taut bands. И двигая вот этот, или передвигаясь по этому триггерному тяжу, there is a trigger point. If I go in the wrong direction, the patient will say, oh, it disappears, it gets less. И я должен находиться именно на триггерной точке, на этом триггерном тяже, потому что в ином случае пациент скажет то, что мне стало не больно. Okay, then I come back. Yeah, this is painful. Oh yeah, now it's getting more painful. And then once I hit the trigger point, they say, oh yes, this is very painful. И двигаясь по этому направлению, по этому тяжу, моя задача найти максимально болезненную точку, где пациент скажет, что это прям вот та самая. And when I pass over the trigger point, no, it's less. I come back. Yeah, this is my point. И далее мы можем снова уйти от нее, снова вернуться, снова перепроверить себя, что это самая болезненная точка. And this is where we put the needle in. И это именно то место, где мы будем работать. In the most sensitive spots. В точке наибольшего раздражения, наибольшей чувствительности. Because also, if I put the needle in here into the taut band, also the taut band will twitch a little bit. И в данном случае, can I show this picture? И в данном случае наша основная задача попасть в эту точку, а не попасть в точку просто болезненности. Наша основная задача попасть в точку максимальной болезненности, то есть вот в этот круг. But the really nice twitch that we can see underneath И естественно очень красивое, очень хорошее сокращение мышцы, подергивание мышцы будет, когда вы попадете именно вот в область круга, наиболее болезненной точки. And it is much more effective here than here. Это наиболее эффективно, нежели работать с крайними, с участками миофибрила, которые не самые болезненные. So that's why it's all about palpation. Take your time for palpation, and then dry needling is very easy. Вот почему необходима пальпация, и вот почему вам необходимо много пальпировать, и только после этого делать аппликацию иглы. And to understand the palpation direction, it's good to know anatomy. So that's why you have origin and insertion of the muscle, and then you know exactly in which direction the fibers are going to, because sometimes they change direction. И вот почему нам крайне важно знать анатомию, крайне важно понимать, где есть место начала мышцы, где есть место крепления мышцы, каким образом правильно идет волокно, и также стоит понимать, что некоторые волокна могут изменять свой ход.
And the function of biomechanic, to know the function of biomechanic or the influence on the biomechanic, it is important to know, to understand why does the patient has problems in this area, to know where the original problem is. И также, работая с поиском нахождения первичной проблемы, нам четко нужно понимать, что может быть нарушена и функция, и биомеханика, то есть она может быть патологической. Why, if the patient has a lot of issues on the medius and gluteus minimus and minimus, why to go to treat the foot? Because the foot is flat, so we are in the internal rotation, and then we have on the back fibers and the posterior fibers, we have a lot of tension. So that's why think big in case of trigger points, not only local. Вот почему мы должны достаточно глобально смотреть на пациента, и, например, работая с участками напряжения в средней и малой ягодичных мышцах, мы должны также помнить и о том, что эта проблема может идти и со стопы, с области голеностопного сустава. Ну, Адриано показал, you showed varus. Right? Yes. Exactly. Например, если у пациента есть вальгус. Good. Do you feel like him? Вы сейчас чувствуете так же, как вот этот Let's have a break. товарищ? Let's have a break before we do the first Давайте dry сделаем needling. перерыв.